10-летний Джейк стоял нервно в зале суда, крепко держа микрофон дрожащими руками. В комнате воцарилась тишина, воздух был пропитан ожиданием. Его первые слова были сердцем разрывающими. «Мое будущее разрушено». Всего несколько недель назад жизнь Джейка была нормальной. Он волновался только о школе и играх с друзьями. Но сейчас он стоял в суде, давая показания против своей собственной матери. Он не мог даже взглянуть на нее, продолжая. «Мамочка использовала меня. Она сделала плохое дело». Его всхлипы заполнили зал, и судья объявил короткий перерыв, чтобы детский терапевт мог успокоить его. Судебный зал был переполнен. Репортеры и зрители ждали, чтобы понять, что привело к этому моменту. Что сделала Марианна со своим сыном? Почему Джейк чувствует себя так преданным? Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Нравится» и убедитесь, что подписались, если еще этого не сделали, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одной новой истории. История началась задолго до этого, когда у Джейка впервые возникли подозрения. Однажды он нашел на земле письмо, адресованное ему, его первой почты. Восторженно он открыл его, только чтобы увидеть цифры и слова, которые не понимал. Когда он спросил у матери об этом, она выхватила его и сказала, чтобы он поднимался наверх. Джейк начал замечать странные вещи. Его мать проводила часы на тихих телефонных звонках и отказывалась давать ему деньги. Полной решимости узнать правду, Джейк хитро обманул свою мать, заставив ее подписать записку, чтобы он мог пропустить школу. Вместо того, чтобы идти в класс, он начал следить за ее действиями. Он посетил ее рабочее место и узнал, что она не появлялась там несколько недель. Он был потрясен. Его мать лгала, не только ему, но и своему боссу. Один выходной Джейк заметил, как телефон его матери зазвонил и увидел имя отца на экране. Когда он попытался ответить, она быстро забрала телефон и ушла, чтобы провести горячий разговор. Это подтвердило его опасения. Что-то серьезное происходило. Не зная, что делать, Джейк решил обратиться в полицию. На станции Джейк объяснил свои опасения. Полицейские восприняли его серьезно, задокументировав все, что он сказал. Спустя несколько дней Джейк увидел, как его мать под покровом ночи покинула дом, направляясь к слабо освещенной парковке. Его любопытство возбудилось, и он решил следовать за ней. Из теней Джейк наблюдал, как его мать движется по темной парковке. Она подошла к мужчине под мерцающим уличным фонарем. Его мать передала ему стопку документов, и мужчина быстро зашвырнул их в свои карманы. Джейк старался услышать их разговор, но мог уловить только обрывки их тихих голосов. Испуганный и неуверенный в том, что делать, Джейк на следующий день рассказал о случившемся своей лучшей подруге Эмме. Эмма внимательно выслушала, как Джейк рассказывал все, что видел и слышал. «Это действительно страшно», — сказала она, ее голос дрожал. «Нам нужно выяснить, что происходит на самом деле». Эмма предложила попросить ее отца, юриста, о совете, не раскрывая слишком много деталей. Джейк согласился и почувствовал облегчение от того, что у него есть союзник. В ту ночь отец Эммы предложил план. Им нужно было собрать больше доказательств, прежде чем принимать какие-либо серьезные меры. Джейк решил внимательнее следить за поведением матери. Он заметил, что она начинала нервничать каждый раз, когда приходила почта, ее руки дрожали, когда она быстро убирала письма в свою комнату. Однажды, когда его матери не было, Джейк воспользовался возможностью и прокрался в ее комнату. Он открыл ее ящики и начал рыться среди стопок бумаг. Его сердце упало, когда он нашел документы с его поддельной подписью и выписки из банка, показывающие крупные транзакции на имя матери. Потрясенный, Джейк сел на край кровати, слезы катились по его лицу. Его мать предала его. Доказательства были очевидны. Она делала что-то незаконное и использовала его имя для этого. Он знал, что должен действовать, но боялся, что это может значить для их семьи. Тщательно положив все на место, Джейк обратился за помощью к отцу Эммы. Он принес документы и объяснил все, что нашел. Мистер Томпсон, отец Эммы,
внимательно осмотрел бумаги с серьезным выражением лица. «Ты поступил правильно, Джейк», — сказал он. «Это серьезно, но мы справимся с этим вместе». Последующие дни были напряженными. Джейк внимательно следил за поведением своей матери. В одно прекрасное послеобеденное время, когда его мать была отвлечена, он смог записать часть одного из ее телефонных разговоров. Разговор был неопределенным, но намекал на финансовые проблемы и что-то, что она отчаянно пыталась скрыть. Это было еще одним важным доказательством для их растущего дела. Вернувшись в кафе, Джейк и мистер Томпсон пересмотрели все, что они собрали на тот момент. У них были банковские выписки, поддельные документы и даже записанный телефонный разговор. Мистер Томпсон был впечатлен смелостью и скрупулезностью Джейка. «Этого достаточно, чтобы построить серьезное дело», — сказал он. «Но это будет сложно. Ты готов к этому?» Джейк кивнул, хотя страх и печаль сжимали его сердце. Мысль о том, чтобы давать показания против своей матери, была мучительной, но он знал, что у него нет выбора. Наконец пришел день, когда Джейку нужно было непосредственно столкнуться с матерью. Он дождался, пока она вернется домой, и спросил ее о документах, которые он нашел. «Мама, почему на бумагах написано мое имя?» — спросил он, его голос дрожал. Мать онемела, ее лицо побледнело. «О чем ты говоришь?» — резко ответила она, ее тон стал защитным. Когда Джейк надавил на нее, она взорвалась от ярости. «У тебя нет права шарить в моих вещах!» — закричала она. Схватив свою сумочку, она выскочила из комнаты, оставив Джейка чувствовать себя оскорбленным и все более уверенным в ее вине. Эта конфронтация укрепила решимость Джейка. Он передал все доказательства мистеру Томпсону, который заверил его, что справедливость восторжествует. «Ты сделал все, что мог, Джейк», — сказал мистер Томпсон. «Теперь все зависит от юридической системы». В зале суда воцарилась тишина, когда Джейк готовился давать показания. Его мать сидела напротив, ее лицо было без выражения, но Джейк не мог заставить себя взглянуть на нее. С дрожащими руками и трясущимся голосом он начал рассказывать о том, как он оказался здесь. «Я впервые заметил, что что-то не так, когда увидел, как почта накапливается в доме», — объяснил Джейк. «Мама не позволяла мне видеть ни одной из писем. Тогда я начал находить документы с моим именем, вещи, которые не понимал, такие как банковские выписки». Жюри внимательно слушало, их выражения становились все более серьезными с каждым словом. Джейк описал странные поведения, которые он наблюдал, поздние телефонные звонки его матери, ее секретные встречи и бумаги, которые она прятала у себя в комнате. По мере того, как Джейк продолжал, он объяснил, как взял дело в свои руки. «Я нашел документы с моей поддельной подписью», — сказал он, его голос дрожал. «Она использовала мое имя, чтобы брать кредиты. Я даже не знал, что такое кредит». Тяжесть слов Джейка начала оседать в зале. Члены жюри обменялись взглядами, их лица выражали смесь шока и сочувствия. Некоторые из них потянулись за платками, когда Джейк описал, как открытие истины разрушило его доверие к человеку, которого он любил больше всего. «Это было как будто весь мой мир разваливался», — признался Джейк. «Она оставила меня с таким количеством долгов, и я даже не знаю, что это все значит». Его голос задрожал, но он продолжал, полон решимости закончить свои показания. С каждым детальным рассказом серьезность действий его матери становилась все более очевидной. Джейк говорил о помощи, которую он получил от отца Эммы, мистера Томпсона, который направлял его через трудный процесс сбора доказательств и построения дела. Зал суда был насыщен эмоциями. Слезы блестели в глазах нескольких членов жюри, когда Джейк описывал эмоциональные последствия предательства своей матери. Судья кивнул с серьезным выражением лица, признавая смелость Джейка. «Ты был очень храбр», — сказал судья добрым тоном. «Спасибо за то, что поделился своей историей». Глубина обмана Марианны была неоспорима. Доказательства, собранные Джейком и мистером Томпсоном, рисовали разрушающую картину мошенничества и предательства. По мере того, как зал суда впитывал показания, внимание вновь переключилось на Марианну,
чьи действия нанесли непоправимый урон ее сыну. Показания Джейка продолжались. Каждое слово рассекает тишину зала, как нож. «Она подделывала документы и брала кредиты на мое имя», — повторил Джейк. Его голос дрожал, но был твердым. «Я даже не знал, что такое кредит, пока не нашел бумаги». Зал суда явно встряхнулась от серьезности действий его матери. Марианна сидела неподвижно. Ее лицо было бледным и лишенным эмоций, когда ее сын описывал глубину ее предательства. «Она разрушила мое будущее, прежде чем я даже получил шанс начать», — сказал Джейк, слезы катились по его лицу. Его слова ударили по залу, словно волна, вызывая слышимые вздохи из аудитории. Доказательства, представленные в суде, были подавляющими. Судья обратился напрямую к Джейку, его тон был мягким, но твердым. «Ты проявил невероятную смелость», — сказал судья. «Твоя храбрость в том, что ты вышел вперед, имеет значение». Джейк кивнул, слезы подступили к его глазам. Зал суда замер в тишине, когда судья обратился к присяжным. «Вы слышали показания и видели доказательства», — сказал судья. «Теперь все зависит от вас». Присяжные обсуждали, что казалось целую вечность. Джейк сидел тихо, его руки крепко сжаты в коленях. Когда присяжные вернулись, вердикт был зачитан вслух. Марианна была признана виновной в мошенничестве и подделке документов, ее схемы были полностью разоблачены. В зале суда раздались тихие шепоты, пока Джейк откинулся назад, смешанные чувства облегчения и печали охватили его. Хотя правосудие было восстановлено, боль от предательства его матери оставалась. В последующие дни Джейк начал справляться с последствиями. Действия его матери оставили его в финансовом крахе, но с помощью мистера Томпсона принимались меры для исправления ущерба. «Мы будем работать над тем, чтобы очистить твое имя», — заверил его мистер Томпсон. «Это займет время, но ты не один в этом». Несмотря на трудности, Джейк находил утешение в небольших моментах нормальности. Эмма продолжала быть его опорой, ее дружба была постоянным источником комфорта. «Ты сильнее, чем думаешь», — напомнила она ему однажды днем. «И ты справишься с этим». Джейк стал смотреть вперед, полон решимости восстановить свою жизнь. Шрамы от предательства матери потребуют времени для исцеления, но он был готов столкнуться с тем, что придет дальше. Впервые за несколько недель он позволил себе надеяться на светлое будущее. Поделитесь своим мнением об этой истории и поделитесь ею с друзьями. Это может вдохновить их и скрасить их день.